Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами продолжаем проходить Deliver Us Mars. Я решила эту серию начать с вот этого ростка жизни, которая могла появиться здесь, но не появилась, по причине, которую мы выясняем. Мы как раз за дознанием сюда как бы и прилетели. Осмотрите здание. Максимально конкретная задача. По-моему, мы вот как раз в ту сторону шли. Да, наверное. Наверное. Или мы отсюда пришли. Блин, круглый, ты бы подсказывал. Нет, наверное, все-таки мы отсюда пришли. Ну, в смысле, оттуда. Или нет? Чё осматривать-то? Ну вот, осматриваем. Осмотрели. Никого нет. Нет, наверное, мы все-таки отсюда пришли. Ни хрена не понимаю! Тяжело это все, очень тяжело. Почему у астронавтов нет карт? Представьте, если бы мы Хогвартс без карты проходили, это вообще был бы пипец. Да я бы, наверное, не проходила. Ну его в пень. Я бы тогда вообще не поняла, что происходит. Нет, наверное, все-таки сюда. Нам... Круглого-то, блин, опять... А, вот он, слава тебе, Господи. Окей. Ладно, меня сохранили. Хорошо это? Или плохо? Наверное, мне вот сюда имеется в виду. Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я хотела разбежаться, но меня зато сохранили. Видите, как хорошо. Они прям знали. Такие, так, это вообще не соображает, как тут все работает. Сохраните человека. Сохраняли бы тогда каждые 5 минут меня уже. А может быть, даже и чаще лучше, на самом деле. Круглый, быстрей! Молодец, молодец, прям молодец. Люблю тебя, не могу. А сюда, наверное, мне не надо. Мне, наверное, вон туда. Я просто так заглянула. Мало ли. Может, что-то есть интересное. Что это? И диметиламино индол 4 илдигидрофосфата. Понятно? Понятно. Верните на место. Вот что нам понятно. Вот еще тут какие-то росточки. Ой, тут что-то можно отсканировать же. Надо записать. А здесь они выращивали органические компоненты для самодельных лекарств. На этикетке написано псилоциб-семиланцита. Любопытно. Ну, наверное, действительно любопытно. Кстати, у меня после прошлой серии возник вопрос. Очень интересный. Если они здесь сами производили антидепрессанты, чтобы их втихую запихивать в еду, чтобы там люди меньше задумывались о том, что у них здесь происходит, нахрена они писали на этикетке? Они прям на баночках этих писали антидепрессанты. Зачем? Ну, почему не придумать какое-нибудь кодовое название, просто типа неважно что. Типа, сами знаете что, написать на колбочках. Зачем повышать риск того, что кто-нибудь может найти эту баночку и понять, что что-то здесь нечисто. Нет, может быть, они, конечно, и в принципе это использовали как, ну, по прямому назначению. Может быть, люди реально обращались с депрессией там, и им назначали реально антидепрессанты. Ну, короче, все равно это как-то странно. Все-таки мне кажется, что если бы... Ладно бы они в аптеку и летали бы на Венеру, да, и покупали бы там... Ну, и понятно, что отрывать этикетки — это неблагодарное дело. Ну и да, было бы понятно. Вы же их сами делаете. Зачем вы тогда на них пишете, что это антидепрессанты, если вы хотите это ото всех скрыть? Записала. Похоже, кто-то намеренно разрушил этот калорифер. Что за серия непонятных слов? Я объявляю мораторий на непонятные слова. Прекратите сейчас же. Но кому придет в голову ломать единственный источник воды и еды?
Я вам скажу, тому же, кому придет в голову, что люди за 2 года должны заселить Марс, потому что здесь прекрасные условия. Знаете такого человека? Вы знаете такого человека. Если вы не первый раз открыли это видео и мой канал, и это видео, про это видео я уже говорила. Чего? Чего? Начать? Почему я не могу начать дешифровку? Не понял. А я вообще, в принципе, что-то не могу к нему подключиться. Мне надо что-то... Может, вот эта вся хреновня как-то глушит мне моего круглого? Что они вообще себе позволяют? Let's go home! Вот так вот. Вот так вот. Не всем тут нравилось, оказывается. Что-то мелькает у меня по краям. Какие-то светлые пятна. Что это? Что происходит? Не было такого раньше. Если это не закончится, я перезагружу игру. Вот это что такое? Группировка Хоумворд устроила здесь взрыв. Взорвала калориферы, которыми топили лед. Удар по своим же запасам воды. Люди Розы? Надеюсь, она не замешана. Ну да. Тут Нет, вся ну вода на как? производство и полив. И Но- питьевая. Это же безумие. Можно я уже скажу? В Ну, отчаянии люди способны на самые безумные действия. Наверное. это дело как раз не то, чтобы в отчаянии. Они это специально сделали, чтобы полететь домой уже. Хотела кое-что тебе сказать. Спасибо, не надо. Мне жаль. Жаль, Клэр. Ты меня прости, что я так себя вела. Как обычно себя вела. Мне будет сильно ее не хватать. Мне тоже. Ага. Мне кажется, будто я вымещаю все это. Я могла помочь, а вместо этого длилась. Так что... Сейчас всем поможем. Блин, видимо, надо будет Спасибо, Сар. сюда переть эту какую-то штуку. давай Нет, вернем эти ковчеги, ладно? да, мы все. Я тебе говорю, мы все вообще сделаем. Вот Да. эта шняга нам нужна. Как она себя вела? В общем-то, нормально она себя вела. Во-первых, мы на задании. Во-вторых, люди очень по-разному реагируют на стресс, и это факт. Типа, кто-то бьется в истерике, а кто-то наоборот, типа, включает какой-то такой режим. Я работаю, не мешайте мне, пожалуйста. Поэтому, как бы, что сказать? Нормально себя вела как человек. Слава богу. Чего? Тут что, только один луч? По 2 было здесь. Так. Это... это не должно было открыть эту дверь? Хоть как-то это должно было мне помочь вообще? Просто если я эту хрень унесу... Вот, а так получается, что вот этот... Ага, ты мне все еще избил. Я думала, это просто... Типа... Я так пристреливаюсь, а ты мне все сломал. Ну, в целом, реалистично, конечно, я не спорю. Но я-то думала, что это не так работает. Так, и что? Блин, сейчас опять бы попали в Катину голову. Поэтому что можно сказать? Нормально себя вела. Обычно. Зато мы сейчас вот собі... Чего? Зато мы сейчас соберемся и нормально все сделаем. А может быть, мне эту... Ничего не понятно. Может, мне эту штуку надо сюда поставить? Типа, я ее поставлю, например, сюда. И из этой штуки... Подождите. Из этой штуки я это вот сюда направлю. А из этой штуки раздвою в ту сторону и в эту сторону. Да блин, не видно же ни хрена.
Ой, я что-то открыла. Ага. Я открыла окно, в которое видно комнату, в которой я уже была. Это чудесно. У меня аж голова зачесалась от таких серьезных раздумий. Теперь можно сделать так, чтобы сделать непонятно как еще. И теперь нам надо сюда направить. Но это невозможно ни оттуда, ни отсюда. Я вот самое дальнее могу вот сюда поставить. Вот так. И что? До той-то мы все равно не долезем никак. На что вы меня провоцируете? Что вы хотите, чтобы... К чему вы пытаетесь меня подтолкнуть? Подождите. Пока я не вполне понимаю. А вот в эту дверь можно попасть? Хрен! Так. Вот непонятно. Вот непонятно. Если я вот так сделаю, ну тут же нет никакого сигнала. Ну вот, допустим, мне надо отсюда распределить ее, да? Ну так у меня сигнал либо вот отсюда, либо вот отсюда. А через вот это окно можно? Не можно. Или можно? Так это все равно не поможет. Ну, а может и поможет. Подождите. Ой-ой-ой. Подождите, подождите. Катя, перестань страдать фигней, пожалуйста. Нужно убрать этот контейнер. Ну вот. А что ж ты молчала-то? Сейчас все уберем. Чё? Чего? Ты телепортироваться-то бросай. Как мне убрать контейнер? Тут еще эта штука. Господи. А что будет, если я... Так, ладно. Круглый. Настал... Ничего не настал? А почему... Я же в начале серии включала круглого. Я же вам кадр делала красивый. Круглый, ты филонишь, гад. Сама буду, блин, теперь все таскать. Так, вот сюда ставим эту штуку. Смотрите, сейчас будет гениально. Вот на нее направляем. Вот. А потом... Суп с котом. С. Да, блин. Как это... Вот. Вот, контейнер уехал. Поставь. Поставьте, сказали. Дверь открылась, контейнер уехал туда. Прекраснейшим образом все у нас здесь происходит. И теперь надо из этой вот двери... Так, все, иди сюда. Иди. Пойдем. Круглый ничего не... Это работает не так. Подождите, пожалуйста. А чё? Да, блин. Подождите. А как? Подождите. Да поставь. А как я ее вынесу? Ну да. Как и внесла. Да зачем мы пытаемся в Катину голову проникнуть все время? Ага. И теперь через окно же я смогу это сделать? Вот сюда поставить? Вот. Где там эта шняга? Ага! Только ее отсюда и не видать. Надо ставить где-то так, чтобы видно было эту хрень. Так ее видно. Вот ее отсюда видно. А эту хрень отсюда не видно. Здрасте, приехали. Катя, держи себя в руках, пожалуйста.
Ну как это все неудобно, господи, почему? О, вон, нет. Ну мы так не попадем в эту штуку, алло. Как это планировалось? Я все-таки должна типа сюда вот так делать? Так это так еще и не работает. Чего? Так, хорошо, допустим. Тогда давайте сделаем, чтобы... Да ничего мы не сделаем. Что ты смотришь на меня, круглый? Кто из нас здесь искусственный интеллект? Бери его, ну и объясняй. Блин, и это окно закрылось теперь. Ну, конечно, потому что у нас никуда вообще энергия не направляется, кроме как на вот эту дверь, где это бесполезно. А если я это направлю сюда? Я все сломала! Не понимаю, почему я не могу попасть вот в эту хрень? А что мне тогда делать с этим? Ну тут только одна эта хрень. Тут есть... Тут есть еще окно, которое открывается... Хрен знает как. А может оно как раз открывалось... когда энергия была вот сюда направлена, на вот эту штуку. Я просто не обратила на это внимание. Так, тогда нужно как-то все вернуть, как было. А как было? Кто-то вообще знает, помнит? Давайте попробуем. Это поставим сюдой. Или как мы это поставим? Нет, не так. Вот сюда поближе поставим. Тише, тише. Без истерик. Вот это вот сюда направим. Я не понимаю, эта штука разве усиливает сигнал? Так, вот, открывается окно. И вот сюда мы направляем. Вот, слышите? Слышите? Это звук открывающегося окна. 100% вам говорю. Вот. И теперь мы из этого окна сейчас подадим питание на вон ту дверь. Если я все правильно понимаю. А я все правильно понимаю. Нет, я вообще ничего больше не понимаю в этой жизни. Я понял. Как? Что? Вот эту направо, а ту, которая в той комнате стоит, вот на эту. На какое право? Вот эту. На ту. Там тоже же окно да. открылось. Так. А эту теперь в окно. Ну я почти, ну я была так близка. Зачем эта игра заставляет меня чувствовать себя тупой? И это же Всё, не Айла. так. Пойдем. Ты ее неправильно называешь, это круглый. А мы умеем плавать? Да, мы же плавали уже. Ой, тут какие-то тоже летают. Блин, здесь в этой части прям хреновый резак. Тут прям надо вот... Мне кажется, это как с айфонами, типа, новее, но хуже. Да? Нет? Ой, ой. А зачем это? Вы зачем меня сюда затолкали? Вы зачем продолжаете это делать? Так, типа, я должна до сюда вот проплыть, замереть здесь. Вот так подождать. Вот. А потом... Ты круглый! Не это! Не мешайся! Вот. А теперь сюда. Но это не кликабельное ничего вроде как.
О, давай! Ну быстрей! Ну быстрей! Мы же не успеем! Мы же не успеем! Да блин, да вы что, издеваетесь, что ли? Я же все сделала правильно. Мало того, что она заставляет меня чувствовать себя тупой, так еще типа, вы не успели, понятно, бичес. Я все успела, я все правильно делаю. Так, все, плывем, 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 быстрее, 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 сюда, 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 сюда. А то, ишь, сейчас я тебя резаком, как вон, что сделаю, будешь знать, понял? А то, ишь. Зачем красным все мигает? Оно взорвется, если я дотронусь. Спокойно. 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 О, все, 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 все. Суша! Чудесно. Суша мне больше нравится. Бедный круглый. Такой мокрый. Так. Других вариантов нет. Мне сюда. Это непонятно что. Люблю я во всякие закутки заглядывать все время. Так. А, лифт имеется в виду, что, ну, сам ползи вверх. Да? А я допрыгну. Допрыгну? Нифига себе у меня физподготовочка. Вот это да, вот это да. Тихо, тихо. Кэти, добралась до источника сигнала? Боже мой. Кэт? Как слышишь? Там типа тени. Кэт? Ты меня слышишь? Да это... Что? Кэт? Кэти? Кэти! Мы ждем ответа. Это типа... Я не знаю, если это таким образом обозначены люди, то это как в «Один дома», типа, знаете, они решили сделать вид, что на станции кто-то есть, и просто к механизмам прикрутили каких-то картонных человечков. Там Майкл Джордан у них, короче, катается по кругу. Что они? Вон какие придумали крутые всякие там двигатели, что они не могут додуматься каким-то механизмом прицепить картонного Майкла Джордана? Я вас умоляю. Это прям чувствуется их почерк на самом деле. Чтоб как в Простоквашино. Вот человек подумает, что у нас в доме кто-то, на базе кто-то есть, ничего у нас воровать не станет. Короче, как-то это странно выглядело, если это имелось в виду, что там есть люди. Ну, либо это у меня уже просто фантазия разыгралась, и создатели вообще это не хотели сказать. Так, это похоже на ферму. Но вроде ничего запрещенного не выращивали, все вроде как в порядке. Хотя мы вроде не за этим здесь. Не проверять законы земные. Йо. И кто махал, получается, в окошко? Листочки? Тут прям какой-то погром был, да? Да, это висюльки были. Я ж тебе сказала. Видишь, они настолько умные, что они даже не стали никаких механизмов придумывать. Они поняли, что ветки сами будут колыхаться. И нас с тобой накололи, получается. Представляешь? Такой цветочек интересный. Не рви! Ну, Кать. Люди ростили. Это вообще единственный цветок, может, на этой планете. Ты нахрена сорвала ты его, я не пойму.
Вообще. Катя, ты вандалка, что ли? Так ты же не включаешься, что ты мне намекаешь? Я не понимаю, в чем дело, что произошло? Ты не включаешься. То есть мы там просмотрели целый кусок. Я думала, мы типа что-то должны сделать там, и нам покажут. Потом, естественно, я про это забыла. Почему не работаешь ты, алло? Я дошла до этой штуки заново. Вот у нас теперь все открывается. Сейчас. Все ради вас, ребята. Вот я бы сама, наверное, забила. Хотя... Наверное, нет. Ну, короче. Это тоже, знаете ли. Я думаю, это стоит лайка. Как вы думаете? Вот вы сами как считаете? Вот как считаете, так и делайте. Уильям, мне больно. Ты немало боли причинила. Это может погубить нас. Я знал, что ты на многое способна, Я но... этого не делала. Даже если бомбу заложила не ты, Роза, твои слова зажгли фитиль. Хоумворд убьет много людей. Да неужели? Аутворд прямо сейчас их убьет. Вот именно, наконец-то, Ты понимаешь, спасибо, как от этой Роза. атаки пострадает наша производственная линия. Придется закрыть несколько парников. Производство еды сократится еще сильнее, чем То, что раньше. произошло, просто ужасно. Это вредит всем. Но я не могу винить людей. Они кричали, они взывали, но ты не слушал. Я знаю, Вот что именно. ты контролируешь Хоумворд. Пусть даже этого не признаешь. Отзови их. Тогда мы попробуем как-то со всем этим разобраться. Вместе. Да пошел ты в жопу. Вместе... Вот. Нет. Правильно. Она просто цензурнее сказала. Ты взял нас в заложники. Вот заставил именно. покинуть дом и Да. семьи. Да. И теперь, если такова цена пробуждения, мы готовы заплатить. Правильно. Прошу простить, меня ждут в лазарете. Так, сейчас мы быстренько с вами окажемся у того круглого, чтобы посмотреть другую Группировка такую. Хогвартса. Вот мы тут и оказались. Сейчас, короче, мы с вами обсудим сразу две этих кат-сцены. Ну, конечно, МакАртур — это просто человечек, который не перестает меня удивлять. Просто шикарный человек. И это говорит, короче, ты виновата, все, ничего не знаю. Люди говорили, люди обсуждали, просили, кричали, пожалуйста, давайте вернемся домой. Это и в первой части было, и в этой части упоминалось, что люди реально, типа, были туда... Я только что говорил с Рэмко. Он сказал, что урожай пропал. Вот так. Как мы не уследили за этой новой мутацией? Действительно, с Как такими-то скоро мы сможем восстановить способностями. производство? Думаю, придется полностью пересмотреть все прогнозы. Без калориферов и без сплавов от Герши темпы очистки воды уже сократились на 35%, да еще... Давай, давай, разнеси тут, психуй. Конечно, так все делают взрослые уравновешенные люди. Давай, фигач. Слушай, Роза чувствует вину и пытается с ней бороться. Вот почему она создала Хоумворд. Она думала так искупить все непростые решения, что она приняла на Луне. Сильной, храброй Розой движет страх и самолюбие. Да мы все Да, такие, как а она. тобой-то... А, ну хоть Помнишь признал. антарктическую катастрофу? Я там был. Я единственный, кто остался в живых. Наша вторая попытка создать самодостаточную биосферу. И мы все развалили за неполных 3 года. Из-за пустых споров, бессмысленной грызни. Умные, адекватные люди деградируют до тупых и рациональных животных. Когда их лишают еды Скажи мне и вот медикаментов, что. придурок, Почему ты в ненормальный. людях чувства всегда побеждают разум? Почему наши последние годы на Земле прошли в бесконечных войнах за ресурсы? Почему человечество не способно трудиться вместе? Потому что мы были и будем эгоистами, не способными сделать то, что должно. Скоро Земля станет так же непригодна для жизни, как и Марс. И это мы.
Ни кролики, ни пчелы, ни раковые клетки, которые сожрали мою жену изнутри. Это наша вина. И здесь я этого не допущу. Мы выживем и добьемся своего. Проект Outward работал. Он и сейчас работает. Но Роза поставит на всем этом крест. Ты сам-то ведь понимаешь? Да. Тогда объясни мне, Исаак, зачем ты помогал ей с ее психушкой? Зачем так много времени проводил с ней? Пора сделать выбор, Исаак. Выбирай, на чьей ты стороне. Ты только что говорил, что войны и грызни это бессмысленно, а теперь нужно выбрать Нет, сторону, нейтралитет что? я не признаю. Он просто Аутворд шизоид. или земля, Исаак? Ну, конечно, Аутворд, Уильям. Сам Чё ты с ним знаешь, разговариваешь, он шизик? На землю мне плевать. Слышала, Катя? Слышала? Что папка-то учудил. Тебе плевать на землю? Да, как и им всем. Ой. Ой, какой настойчивый, круглый. Это просто... Я вообще... Во-первых, мне сейчас очень грустно от того, что парочка типа здравых мыслей заложены были в уста именно этого персонажа, потому что он конченый шизоид, просто реально. Мне прям стыдно, что я с ним согласна в некоторых моментах, что типа да, Землю уничтожили мы, и да, человечество не может как бы вместе идти к какой-то цели, мы Я вечно помню, будем он такое эгоистами. Да, сейчас я договорю. Мы вечно будем эгоистами, мы вечно будем думать, как именно я буду жить, мы никогда не будем рука об руку идти к какой-то цели там и все такое. Ну так ты же сам, хорошо, допустим. Мы такие идем все вместе. Ты принудил всех идти вместе, практически похитил просто этих людей, заставил их лететь с тобой под дулами пистолетов. Там, на этой планете, ты отнял у них семьи, будущее, еду, воду и всякое такое. Типа, а за что им теперь бороться? За что им вообще теперь идти-то рука об руку? И когда этого всего нехватка, логично, что люди будут разбиваться на группы и бороться за эти ресурсы, если их мало, тупая твоя башка. Я спокойна. Я пытаюсь быть спокойной и не беситься на этого Всё шизоида. Эй, Ничего не хорошо. Нормально себя чувствуешь? Ты прямо ледяная. Тебе неплохо? Давай одеялом тебя накрою. Я сделаю чай, ладно? Все, не волнуйся, я все сделаю. Просто скажи, ты хоть немного соображаешь? Не ясно, что ребенку вообще не место в этой дыре? В WSA ее всему научат. Я сам буду ее учить, я им не доверяю. Я не доверяю тебе. Вот Но моё именно. мнение больше ничего не стоит. Лишившись опеки, я потеряла право голоса, а тебе достаточно просто явиться и забрать ее. Я ее отец. О, я знаю. Да. Власти постарались, чтобы я это уяснила. Отец ведь имеет полное право потащить маленького ребенка жить на Луну. Давайте вернемся домой. Пожалуйста. Послушайте ребенка. Мы скоро уходим, хорошо? Круглый, отойди. Мне жаль, что ты меня не понимаешь, но я все решил. Ты эгоист и ужасный отец. Тобой движут только твои страхи и обиды. Ты просто не понимаешь, о чем Мы говоришь. оба знаем, что ты по какой-то необъяснимой причине решил остаться на Луне, вместо того, чтобы направить свой талант на помощь Земле. Да плевать мне на твою землю! Меня волнует только она! Окей. Да, пап, а я? Вот меня тоже интересует этот вопрос. О, Клэр. Ну ты понимаешь, ты просто первый блин комом. Там что-то получилось, в первый раз ему не понравилось. Вот вторая нормально вышла. Не слушай его, вообще не разговаривай с ним. Ты знаешь что, Исаак, ты козлина последняя. И неудивительно, что ты сошелся с этим придурком. Что у вас у обоих мозгов нет. Пора прощаться, Кэти. Капец. Мы с
тобой еще увидимся. Обещаю. Можно его пнуть? Пнуть его как-нибудь. Резаком его порезать. Ну, послушай ты меня. Уже наслушалась. Уже, мне кажется, все, что надо было слышать, она уже услышала. Вот это так удобно, просто. Я тащусь от этих двоих просто. Когда надо, скинуть младшую дочь на старшую, потому что, ну ты же уже у меня такая взрослая, ты же у меня такая молодец, моя кровиночка, моя замечательная. Ответь мне. А как уже вот надо было забрать ребенка, так это все. Ты нас напугала. Что Я произошло? сама обосралась. Наверное, помехи, и поэтому связи не было. Так что, я назад иду или что? Нашла, где сигнал. Ты пошла внутрь без нас. Да. Здесь никого нет. Только сорняки и полудохлые пассивы. Так что это был за сигнал? Мы зафиксировали расход кислорода в ночное время, правильно? По ночам растения не вырабатывают кислород, а поглощают его. Так что Ага. вот вам и разгадка. Да. Черт. Ну ладно. А чё? Возвращайся. А, Будем думать, что возвращаюсь. делать дальше. Да уж, подумаем, что сделать дальше. Эти-то не додумались, что дальше делать. Нет, вот я что начала говорить-то. Как удобно. Когда тебе надо было смыться на Луну и заниматься какой-то непонятной мифической хренью, то вот все, просто скидываем младшую дочь на старшую и зашибись. А когда тебе это уже не выгодно, когда ты уже решил стать крутым батей, тогда да, можно просто прийти и у человека, который несколько лет ее самостоятельно воспитывал. Тихо. Тихо. Меня засасывает в вентилятор. Это нехорошо же. А, вот все, слава богу. Вот. Взять и просто отобрать ее родного человека. Да еще и сказать, да, вообще-то меня только она интересует. Говорит, да, и еще очень удобно. Айла, Сначала я цела, не что-то волнуйся. там делать на Луне, Я попала в строить из систему себя СОЖ, крутого где-то есть выход ученого, наружу. а потом бить Всё себя в уже грудь и плакать. Ой, какой я плохой отец! Ой, какой я плохой отец! Типа все осознал, и мы все его должны пожалеть. Так просто, чтобы тебя никто не жалел, надо было просто быть нормальным отцом, прикинь. Типа это все еще рабочая схема, все еще, ну как бы, окей, сценарий такой, знаете. Капец, просто капец. Я прям не хочу его находить. Я прям не хочу, чтобы мы его нашли, потому что я ему надаю звездюлей. Это просто невыносимые два этих человека. Просто капец. Вода ледяная. Ну а как же ты думала? Это ледники. Моя девочка хорошая. Сейчас терпи. Терпи, моя маленькая. Мы сейчас отсюда вылезем. Все хорошо. Там тебя как-нибудь отогреем. Почему ты хотела участвовать в этом задании? Что? Земля же не была для тебя приоритетом. Что изменилось? Сара, я тут немного занята. Да. А что было для меня приоритетом? Сара, мне нужна помощь в жилом отсеке. Срочно, я нашел Ой, людей за вот. нога зачесалась. Ты уверена? Тебя не видели? Нет, Кто? об этом не беспокойся. Я сейчас. Энди, возвращайся как можно скорее. Принято. Короче, Сара это тоже шизанутая. То давай я сейчас тут буду ронять слюни по поводу того, что, блин, как мне жаль твою сестру, как все плохо, там и так далее, и тому подобное. То какие-то вообще... А чё это ты решила вообще в эту экспедицию идти? Тебя забыла спросить. Меня взяли, назначили, что надо еще? А как? А как мне назад прыгать? Кто-то мне сказал? Я сама нашла ответ. Если я, конечно, все правильно поняла, что здесь происходит. Но вроде как правильно. Короче, давление на Марсе, оно не такое, как на Земле. И мне кажется, что все тронулись умом просто из-за этого. И продолжают трогаться вот прям в режиме реального времени. Прям сейчас мы все это с вами наблюдаем.
Потому что это что-то какой-то трэш. Настолько дебилистические какие-то мысли. Причем вот что самое дебильное, это то, что, скорее всего, если вот к такому придет человечество, да, вот к таким ужасным, как сказать, условиям жизни, если это можно назвать жизнью, то именно так это все и будет происходить. О, а это не так плохо. Ладно, хорошо. Именно такие люди и встанут в итоге у руля, которые будут, ну, как сказать, очень категоричны. То есть не сказать, что прям типа все, что говорит МакАртур, это ересь, но вот как бы из-за его категоричности, мне кажется, и какой-то абсолютного отсутствия гибкости в каких-то моментах, ко всему этому и привело. А именно такие люди и встанут у руля, когда что-то такое произойдет, потому что они будут прям производить впечатление таких прям классных таких ребят, за которыми хочется идти, там, и все дела, и вот... Ну, либо они просто приставят пистолет к затылку и скажут «иди», и все, Я и как снова бы внутри. не останется Куда мне теперь идти? выбора. Мы расчистили путь к лифту. Поднимайся, как будешь готова. Ой, спасибо, Поняла. Хоть кто-то что-то тут... Круглый! О, вот ты где. Вот ты как ты это делаешь? Как ты это делаешь-то вообще, не знаю. Кудесник. Выдумщик. Ой, так ушки заложит. Надо рот открыть вот так. Если резко так поднимаешься, у меня даже в скоростных лифтах уши закладывает прям сильно. О, мы тут прыгали вот в прошлой серии по всему вот этому. Не надо только лагать, пожалуйста. О, я ж думала, надо сейчас на ход... Что здесь произошло? Я думала, у него какие-то отростки из башки Может, и нет. торчат, господи. Мы же не знаем, что за этой дверью. Да, Да, но сейчас выясним. да. Как? Она же красная. Сара, все в порядке? Да. Я не знаю. О, Еще Охранные дроны. Ненавижу их. Ты как? Ничего. Нормально все будет. Запишу, чтобы не забыть. впервые лучше МакАртур повернуть воспользовался назад, ими явно еще на Луне. Нужно Тогда узнать, он что говорил, произошло что они с просто будут управлять Мы же здешними теперь совсем системами, беззащитны. но вскоре с их помощью захватил всю базу, чтобы Осмотримся, никто не, может, чего не найдем. сопротивлялся Будьте осторожны. блэкауту. Да. А что тут еще можно? А. Че? Не понял. Все, что можно. Прости, не Ты хотела что такая пугать. дерганая? Нашли что-нибудь? У него все протоколы сбиты. Их всех вырубило, когда сработал аварийный предохранитель. Но тут еще код. Прежде чем сработал предохранитель, его изменили. Без полной диагностики сложно сказать, как именно. Понятно. Что ничего не понятно. А почему с этим-то не вот? Смотри-ка. Чё? Люди у двери. Вероятно, охраняют мостик. Охранные дроны и собственный дрон МакАртура. Все направлены на них самих. Значит, Аутворд атаковали свои же дроны. Это значит, кто-то из людей Розы их Почему Сара перепрограммировал. ненавидит охранные дроны? Потому что они охранные и стреляются лазерами. Надо было в первую часть играть, Катя. во время блокаута пошла выяснить причину, и дрон ее вырубил. А потом была история с твоим отцом, и Он ее тоже вырубил. остальное знаешь. Ну да. Причем вырубил. Вот он ее вот прям в прямом смысле этого слова. От слова рубить. Ножом. Так, а какое же еще третье? Это мне нужно какое-то взаимодействие здесь раздобыть. Я что-то ничего не вижу здесь полезного. Почему все мешают мне ходить?
Да что такое? Что мне еще надо-то? Что случилось с колонистами? Да кто его знает? Что с ними случилось? О! Айла, ты видишь, что у них в руках? Они что, забаррикадировали вход? Отрезали путь к спасению? Или они не пытались сбежать? Может, они хотели помешать кому-то сбежать? Продолжайте осмотр жилых помещений. А где здесь жилые помещения? Эта дверь открылась сама по себе? Ну да. Приглашает нас. Что это? Знакомый звук. Доносится оттуда. Откуда? Идите на звук. Отсюда откуда-то? А, не совсем. А как можно идти на звук, когда он прозвучал один раз и больше не звучит? Что случилось с А, это не то. Ох, чувак, как же меня пронесло. Я присел отбомбиться, и этот кофе прям струей вышел. Бабах! Классно, спасибо за подробности. Присоединяюсь. Значит, знаешь, что делают с нашим дерьмом? Хочешь поговорить об этом прямо сейчас? Сиди на горшке? Ага, прямо сейчас. Не знаю и знать не желаю. Что упало, то пропало. Вот почему ты скучаешь в офисе, а мне поручают крутые дела. Я головой работаю, пока ты сидишь и гадишь. Так вот, они дегидрируют дерьмо на Вита, перенаправляют на Одум и используют в качестве удобрений. Смысл всего цикла в том, что по сути мы едим свое собственное дерьмо. Разве не круто? Мне плевать, серьезно. А теперь перешли сюда еженедельную статистику по сплавам, чтобы мне в офисе не пришлось скучать. Это надо бы записать. Да, так это ты запиши, конечно. Это очень полезная информация. Ой, господи. Чего? Кать, ты все закрыла. Ты... Что там? Что там? Ничего. Тут просто людей до хренища. Кошмар. А главное, ни крови, ничего, как будто просто легли и померли. Они что? Что с ними случилось? Точечное кровоизлияние. Цианоз. Задохнулись. Все? Да. Знаешь, кто-то еще и И Homeward, систему и Outward. жизнеобеспечения отключил. Уходим. Тут слишком опасно. Может, скафандры Чем наденем? опасно? Сара, тут никого нет. Мы этого не знаем. Посмотри, что они сделали друг с другом. Сара, успокойся. Нет! Если тут есть выжившие, нам нечем от них защищаться. Нам надо улетать. Да, потому что Катя выкинула все оружие в бездну. Мы что, сейчас узнаем, что с ними Айла ловит произошло? голограммы? Да. Разве Алекс не умеет? Нет. Я годами безуспешно пыталась вскрыть шифровальный ключ лунного совета. Я Сколько здесь... таких ты нашла? Я здесь ни при чем. 2 или 3. 2 или 3? Что? Мы тут уже сериалы посмотрели, Включай. можно на Netflix нарезать. Ты, слушай, ты еще поори на меня. Слушай, мы тут все на нервах. Ты так что давай поумерь, да? Окей? А то я и врезать могу. Я этим не горжусь, но я могу. Да, блин. Так, надо ниже и, наверное, куда-то в сторону, да. Ну что такое?
Ну, какая-то очень важная запись. Не, я согласна, что она очень важная. Вы все сошли с ума! Марс всегда будет опасен для человека! Вы уничтожили Одум! Это из-за вас Марс теперь опасен! Нужно вернуться домой, на Землю! Здесь мы не выживем! О Земле можно забыть! Как вы не понимаете? Я хочу семью обнять перед смертью! Тихо, тихо, прошу вас! Хватит! Вы как загнанные в угол звери. Будьте выше обстоятельств. Нам всегда было непросто. Но проект Outward стоит того, чтобы преодолеть трудности. Эти беды мы предвидели. Вот вы, кто хочет вернуться с ковчегами. Что, по-вашему, сделают с ними на Земле? Кто будет первым в очереди на спасение? Вы? Как только вы попадете на Землю, вас всех и каждого арестуют и будут судить. А как отреагируют все остальные? Внеблоковые страны. Будут они с нами договариваться? Нет, будет война, будет грызня, убийство. Как лишенные разума звери, люди уничтожат ковчеги и друг друга. Мы уже больше 30 лет знаем, что Земля прошла точку невозврата. А еще через 30 лет ее поверхность будет не отличить от Марса. На фронтирах человечества всегда неизбежны жертвы. Но мы готовы заплатить эту цену за светлое будущее. Мы можем объединить усилия в общем порыве и добиться успеха. Надо только... Хватит, Уильям. Мы устали слушать твои проповеди, а нас Наконец-то. ты не слышишь. Твои разговоры о единстве, плевок в лицо всем, кого ты запер в лазарете. Люди в отчаянии пошли на отчаянные меры. Их спровоцировал ты бездействием и невежеством. Господи, Роза. Мы скучаем по нашим родным на земле. Если мы можем хоть попытаться ее спасти, надо пытаться. Ты силой загнал нас в ковчеги, заставил жить и работать в этом кошмаре. И снова пытаешься давить на нас. Мы будем услышаны, Уильям. Ты будешь нас слушать. Давай, Джулия. Да. Как? Жопой Роза, накосяк. Что ты наделала? За ним! Хомворд, внимание, это Роза. Доставить МакАртура на мостик. Боже мой. Это был Хомворд. Атаковали дронами и прорвались на мостик. Так это вроде Неужели так понятно МакАртур было. довел все до гражданской войны? МакАртур? Да, МакАртур. Да, МакАртур. Дроны, нападение на Одум. Роза виновата не меньше, разве нет? Ой, да! Нет. Да, Это не конечно. её вина. У этих людей не было выбора. Они не хотели конфликта, их вынудил МакАртур. Цель все равно не оправдывает средства. Роза виновата не меньше, чем он. Это она все затеяла. Они имели полное право использовать... Так, все, Сара, развод и девичья фамилия. Мы с этим человеком больше не спим. Всем свою волю. Ты же видела запись? Они все хотели улететь. Это не гипотетическая моральная дилемма, которую твой папа студент в лекции читал. Тут все однозначно. Ну да, а как насчет... Полегче. Вот. Разволновал девочку. Так, куда-то там что-то надо было тап нажать. Я забыла. Что? Впервые МакАртур... А, так это же я уже смотрела. Зачем мне сказали нажать Надо уходить, пока еще можем. Да, короче, у меня столько мыслей, что я даже сама путаюсь и даже и вообще и не знаю, с чего начать. Это просто какое-то полнейшее... Это что? Эйси? Боже мой, это Эйси! Папа взял его с собой. Он куда-то нас зовет. Ой-ой-ой! Неужели это... Нет, подождите, давайте снова остановимся и просто переварим это все. Он такой говорит: вы фигово придумали лететь на Землю, потому что вас там арестуют. Да, арестуют из-за тебя.
из-за твоей диверсии, которую ты устроил и заставил нас с тобой лететь. Это первое. Второе. Типа, Землю уже не спасти, потому что они там одичали от нехватки ресурсов, и все, им из-за этого жопа. Да, так ты взял с собой тех же самых людей, у которых такой же склад ума, и тоже лишил их ресурсов. Ну, типа, окей это, да, никаких противоречий не возникает. Типа, ты все классно придумал, вообще красавчик. И типа третье, что? А, вот это уже к этому, к Райану нашему или как его, я уже забыла даже, как его зовут. Типа, Роза виновата не меньше. Ну, типа, если она кого-то действительно убила, да, убийство невозможно ничем оправдать, как бы я с этим согласна. Но разве не МакАртур вынудил людей, типа, вот это... Да, давайте, короче, во всех, получается... Когда было восстание этого Степана Разина, это, короче, виноват был Степан Разин. Совсем не Екатерина II, которая затянула войну, что как бы и повлекло за собой вот эти вот все последствия. Как бы если люди хорошо живут и их ничего не парит, зачем им вообще устраивать восстание? Зачем? Типа, ну живете, еда есть, там как бы дети вон растут, все прекрасно. Зачем вам это? Ну, по фану, просто по приколу. Нет, так не бывает. Бред! Бред! Пойдемте вон за умным кругликом. Вот, ты будешь круглый, а тот будет круглик. Все запомнились, все назвались. Эйси, стой! Как он пролез? Кто? Как это как? Он же маленький. Надо попасть внутрь. Он же махонький. Блин, я так думаю, что нас сохранили. Нас сохранили или не сохранили? Я вообще думаю, что попадать внутрь нам надо будет уже в следующей серии, потому что время наше подошло к концу. Ох, сколько бомбежа из меня сегодня выпало. Это просто вообще какой-то кошмар. Вы пишите в комментариях. Я видела в комментариях, что многие из вас согласны со мной. Так что давайте. Я готова с вами обсудить это все и побомбить еще немножечко. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.